И снова здравствуйте! Сегодня о воротниках, стойках, цельнокроенных. Часто этот воротник считают малообразным, но он способен быть как очень пикантным, так и вполне деловым. Его минималистский на детали дизайн всего изделия заставляет продумать образ, но уверена, это того стоит. Считается, что воротник – это украшение горловины. Здесь, несомненно, меньше вариантов легкомысленной отделки, но тем притягательнее для исследования окружающими они выглядят. Преимущество данного воротника также в возможности под его тканью спрятать объемный шарф, исполняющий свою функцию тепла, но не портящий облик. Стильный, элегантный, самодостаточный. На экране представлен небольшой план того, как сегодня буду рассказывать о своем видении, понимании, построении данного воротника. Что нужно для того, чтобы понять и построить выкройку? Итак, стойка цельнокроенная с изделием. Считаю, надо понимать, что за часть изделия мы видим, как она закрывает тело. Совпадает ли с ним, или надо использовать дополнительные приемы для соприкосновения или обхода объемов. Что мы можем и хотим получить? Шире, уже, короче, наличие застежек, разрезов, прилегания и так далее. Так, каждый может посмотреть на общие рекомендации, но, зная приемы изменения линий под свои задачи, понимая цель создания и вид линий выкройки, можно создавать и корректировать уже с пониманием, а не по подсказкам. Строение шеи, вернее внешний вид линий, чтобы повторять их в выкройке. Как возвышается шея? В зависимости от положения корпуса. Сзади более вертикально вверх или при сутулости наклонно по прямой вперед. С боков от плеч линия имеет большую округлость при переходе к шее, а дальше достаточно сужается к голове. Но степень сужения у каждого своя. Спереди также есть округлость при переходе, также сужение вверх самой шеи. Но подчеркивание перехода можно уменьшить, если по модели не нужно полное огибание тела, что представляет собой неотрезная от изделия стойка. При упоминании о цельнокроенном воротнике стойки, что представляется? Что мы можем получить базовой выкройкой? Что мы можем и хотим получить, и, исходя из этого, что стоит сделать? Обычно это воронкообразный воротник одной деталью с основным изделием, сужающийся вверх. Но это не обязательно. Есть разные варианты, более интересные. Например, цельнокроенной стойкой, прямоугольником может быть только часть по спинке. По полочке может быть цельнокроенная любая другая часть, например, воротник-апаш. Либо стойка с срезным краем. Вместо застежки не сомкнутая линия. Для разных вариантов, например, по объему ткани, совмещению цветов, при моделировании можно подбирать свои сочетания отрезных и совмещенных фрагментов. Как минимум, чем больше вариантов построения воротников известно, тем больше возникает в голове новых идей. Что мы видим? Повышенная линия горловины, закрывающая шею полноценным воротником. Горизонтального шва, соединения между ними нет. Шов только плечевой, между передом и спинкой, если изделие базовое, для вточных рукавов. Если рукав, например, обычный реглан, то от плеча вверх в воротник переходит больше швов. Детали изделия продолжаются дальше, не заканчиваясь линией горловины. Вот это и есть внешний вид цельнокроенного воротника стойки. Без застежки, в нерастяжимые материалы, конечно, голове будет не пройти. Итак, видим строение шеи, понимаем, как должны проходить линии воротника, либо они максимально близко повторяют контур тела, либо находятся на расстоянии по более свободному контуру по модели. На следующем изображении я предлагаю взглянуть на выкройку переда, как она должна выглядеть, если бы она была надета на тело. Выточка нагрудная стачина или без нее, неважно. Пройма уходит в бок, верхняя часть плеча загибается назад-вниз, выглядит параллельнее полу. И вот второе изображение, как выглядит выкройка с воротником, вертикальной стойкой. Представьте себе
получится ли разложить это на одну плоскость. Так очевидно, что это не представляется возможным. Линии более длинные, под другими углами у воротника. Теперь можно вспомнить, что такое воротник-стойка. Это прямоугольник. Вертикальные срезы под прямым углом к горизонталям. Он может быть воронкообразным, сужаясь или расширяясь вверх. И если он воронкообразный, сужающийся, то чем это отличается от изначального плана просто продлить воротник вверх? Контрастом длины линий. Слишком короткой для обхвата шеи становится эта линия. Предлагаю взглянуть на имеющийся у меня манекен вместо 1000 слов. Я сшила лиф из тонкой ткани, сухой, мало поддающийся ВТО. Это ситец, хлопок. Он скреплен только булавками или наметочными нитями. Часть выточки переведена в пройму, потому видна слабина в пройме. Для рукавов, для других экспериментов. Суть во внешнем виде воротника. Он сделан от абсолютно прямой линии, с небольшим расширением глубины по плечу, около 1,5 см. По спинку горловину не углубляла. Видно, что на манекене воротник сидит практически как вторая кожа. Он ему нисколько небольшой. То есть воротник от прямой линии не является преувеличенным и нуждающимся в сильном уменьшении ширины по верхнему краю. Хотя, напомню, сказала, что воротник строила от расширенной по плечу линии. Нет нужды приводить его к виду воронки, когда сильно укорочена верхняя линия. Теперь давайте рассмотрим, как выглядит без цифр стандартная базовая выкройка или та, что вами отточена, проверена, если к крайним точкам горловины добавить прямоугольник воротника. Стандартная стойка. Основное, что сразу бросается в глаза – округлая часть, не задействована в осмыслении своей нужности. Она действительно просто следствие добавления выкройки воротника. Теперь самое интересное. Линия горловины проходит по основанию шеи, когда надето изделие. Еще раз. Если это у нас, например, базовая выкройка, и линия горловины проходит по основанию шеи, когда надето изделие, но воротник, если он есть, его нижняя грань также проходит по линии основания шеи. Значит, по телу они должны проходить по одной линии. Предполагается, что там мы замеряли обхват шеи. Но на выкройке их разделяет этот округлый сектор. Со спинкой также, но там это в гораздо меньшей степени выражено. Вот это и есть основная загвоздка и сложность данного воротника. На плоскости есть то, чего нет на теле. Получается, что надетая одежда действительно стремится расположить детали на свои места, совместить линии горловины и основания воротника в одну линию. А куда девать ткань этого сектора? Если у нас такое базовое изделие, у нас не так много вариантов исправления ситуации. Сектор своим существованием отталкивает ткань переда вниз, образуя складку. Как избавиться и можно ли от этого фрагмента? Первое, что приходит в голову, это уменьшение излишнего участка с помощью влажной тепловой обработки и закрепления данного эффекта изнутри, между слоями воротника. Конечно, это кажется самым простым. Но, как известно, не все ткани поддаются ВТО. Или достаточно трудно. Немного радовать должно то, что плотные толстые ткани не дают множества толстых мелких складок, как на примере моего лифа из сухой очень тонкой ткани. Там больше образуется либо одна большая складка, объемная, либо больше поверхность, стремится к объемности, излишней свободе облегания, располагаясь некоторой волной. Тут еще играет роль расширения горловины. Вряд ли кто-то будет строить выкройку с абсолютно базовой горловиной, особенно если ткань нерастяжимая. У воротника есть внутренний слой, требующий свободы на свой объем. В месте обработки внутреннего слоя также возможен шов совмещения с подкладкой, на что необходима дополнительная свобода облегания. Скорее, даже сам стиль данного воротника предполагает неплотное прилегание к шее. Для пальто, когда учитываются слои ниже расположенной одежды, также закладывается в расчет расширение горловины. Так, что мы имеем по линиям? Есть ли застежка в изделии?
сомкнутый шов или нет. Одним из популярных вариантов данного воротника является отставание от шеи с боков, свобода спереди, а далее несомкнутая линия горловины спереди округлыми линиями спускается вниз. Получается глубокий вырез. Дальше все по модели желанию. Застежка изделия может быть сзади, сбоку, спереди. Линии могут быть разомкнутыми, внахлёст, при достаточной свободе воротника. Определиться надо с моделью. Дальнейшее построение зависит от первых рассматриваемых пунктов. Как соотносятся линии шеи и модели воротника. Первое, что надо замерить, это длина горловины минимальная. Все прекрасно понимают, что самое короткое расстояние между двумя точками по прямой линии, потому округлая линия горловины длиннее. Значит, соединяя по прямой точке основания шеи на линии плеч и на нижней линии горловины на центре переда, мы имеем две линии разной длины. Первая задача – не сделать линию короткой, то есть просто замерив убедиться в этом, что будущее основание воротника не будет коротким. Далее, как высказалось ранее, базовая горловина обычно не используется, потому надо определиться с возможным или нужным по модели расширением и, если надо, углублением переда. Как проходит линия по спине? Углубление по спине, если требуется, обычно меньше, чем по плечам. Линия для воротника по спинке также соединяется по прямой. Далее, раз это стойка по схеме прямоугольника, надо восстановить перпендикуляры к этим линиям. Есть ли швы по переду и спинке или изделие выкраивается в разворот? Если есть швы, можно моделировать расширение далее за линию центра при необходимости. Если шва по центру переда или спинки нет, то линию центра вверх продолжают, а расстояние, на которое горловина стала уже от теоретического шва, если бы он был, когда мы строим прямоугольник, это расстояние добавляют к плечевому срезу. Надо же куда-то его отложить, расширяя во внешнюю сторону. Когда мы от базовой, проверенной выкройки строим линии вверх, продолжая изделие, про линию горловины можно забыть. Она остается в теории. Соединить полученные точки в прямоугольник. Примыкание к линии плеч и по центру изделия оформить, немного скруглив углы. Немного. Чем выше и длиннее линия, тем больше укорачивается изделие. Например, плечи. Вместо длины плеч линия уходит вверх на подъем к воротнику. Движение головой в стороны, если задействована ткань воротника сбоку при движениях, натягивает точки окончания скругления. Может подтягиваться плечо изделия. С плеча от базовой модели снимают обычно до 2,5 см. Это зависит и от толщины, жесткости ткани. Для успешной модели надо определиться с тем, как по длине соотносится линия верха воротника и линия основания воротника, от которой он начнет подниматься вверх. До этой линии происходит заужение от теоретической линии горловины, а дальше он поднимается, сужаясь, расширяясь, как запланировано. Воротник может подниматься и отвесно вверх, не меняя ширины. Для этого можно применять как ВТО, которого не хватит для нужного эффекта, и, конечно, введение дополнительных швов. Это как выточки в основании горловины, убирающие лишнюю ширину, так и перевод выточек спинки нагрудной в линию горловины. Также конструктивное членение, например, линия рукава реглана, центра переда, спинки, другие швы. Это может понадобиться для прилегания к основанию шеи, а не более прямолинейному подъему воротника. Выточки для прилегания к основанию шеи. В количестве и расположении по модели глубиной 1-1,5 см. Длина выточек в 2 раза больше ширины. Оси выточек параллельно боковым срезам стойки. Для замены выточек с утюжкой горловины ее по линии растворов выточек припосаживают на кромку. Об этом я уже упоминала. Выточка по центру длины горловины спинки. Если посмотреть на рельеф шеи, можно увидеть там переход плоскостей. Шея не идеально круглая, а с переходами. Как всегда, рельефы выточки создают углы. Лучше делать их на переходах между плоскостями. По переду. Выточка на расстоянии примерно от 1/3 до середины длины горловины. Одно изменение есть стандартное.
Высота от основания горловины по центру спинки на 1-1,5 см выше, чем от точки основания шеи. Верхнюю линию воротника оформляет мягко, округло. В общем-то, она снижается вниз, наперед. Мне больше нравится возможность расширить по модели и при необходимости поднять углубление спереди, а не ограничиваться только расширением. Так, цельнокроенная стойка может быть как заужена кверху, так и расширением, раструбом. Можно увидеть, что лишний фрагмент уменьшается по площади, когда горловина расширяется и касательная воротника проходит ниже. Чаще всего спереди линии меньше прилегают, более свободная часть воротника. В то же время округлость горловины в области плечевых швов придает излишней свободы и воротнику, чего нужно избегать. Если просто отвести в стороны окончание линий, продлевая линию верха, не получится достичь удлинения по всей длине, а не только с краев. В том числе надо по модели представлять на всех участках распределение расширения равномерное или разное. Как достичь разного прилегания? Надо обратить внимание на форму выреза горловины. От этого зависит степень прилегания и отставания воротника к шее. Как сказала ранее, для ряда изделий выточки плечевые могут быть направлены не в плечо, а в горловину. Отвод средней линии спинки на участке от лопаток до горловины также может принять роль в формообразовании прилегания воротника. Это естественно. Так и направляется общая линия центра спины. Это может не всегда быть нужным или даже оказаться излишним. Нужно соблюдать баланс между переводом выточки плечевой в горловину и отводом, возможно с отказом от отвода или уменьшением раствора выточки. Введение выточек, отводов, любых конструктивных делящих швов позволяет варьировать длины верхней линии воротника, степень прилегания. Так как возможно не 90 градусов между линиями вертикали и горизонтали соблюдать, а для расширения или заужения отводить горизонталь от вертикального положения 90 градусов. Участки воротника также можно строить разными по высоте в зависимости от модели, фигуры, то есть необходимость удлинения высоты. Попереду в ряде моделей также можно предусмотреть совмещение выточки нагрудной с выточкой горловины одной линией. В зависимости от того, какой рельеф у изделия, насколько он уплощенный, расширенный, можно линию горловины увеличить за счет перевода нагрудной выточки к линии горловины, не закрывая ее. Необходимо сверять новые вводимые линии как по длине, так и по контуру линий, например, выточки. Для воротников отложных есть понятие верхняя и нижняя часть. Обычно верхняя – это часть, лежащая сверху, которая выкраивается основной, наиболее представляемая взору. Нижняя часть расположена нижним слоем, прилегает к плечам, соприкасаясь с основным изделием. Верхняя часть переходит внутрь к поверхности тела, при наличии подклада стачивается с ним. В остальных воротниках продолжается тоже использование названий. В цельнокроенных воротниках нижняя часть – та, что мы видим с лица, внешняя – так как воротник не отгибается к линии плеч. Она выкраивается вместе с основным изделием. Прилегающая к шее часть, внутренняя, называется также верхней, выкраивается вместе с подбортом, обтачкой. Это нужно для того, чтобы при чтении или прослушивании видео понимать, о чем идет речь, потому что часто используется верхняя и нижняя часть воротника. В зависимости от конструкции, если есть подкладка, из нее вычитается подкладка, подборт. Обратите внимание на ширину швов, особенно для округлых участков. Широкие, больше, чем надо, будут стягивать изделие, поэтому на округлых участках надо стараться минимизировать ширину швов. Если на спинке есть шов, лучше увеличить ширину по центру, чем заузить и создать излишнее натяжение, особенно для перегибистой фигуры, когда шея отклоняется назад, требует дополнительной ширины. Каждый сам решает, как, исходя из своей осанки, желания свободы, по модели продлить выкройку вверх для моделирования цельнокроенного воротника стойки. Также рекомендую на несколько миллиметров удлинить плечо. Скругление и небольшое изъятие длины, о котором говорила ранее, все же в динамике влияют на укорачивание среза плечевого шва и последующую посадку рукава. Надеюсь, смогла помочь разобраться с данным типом воротника. Рада, если смогла заинтересовать им, и желаю перестать бояться, если не знали, как к нему подступиться.
До новых скорых встреч!